Знакомьтесь с этой местной традицией. Это вдовы Старого года. В преддверии Нового года мужчины переодеваются в женщин, выходят на улицы и просят у прохожих деньги. На первый взгляд странно, но на самом деле это старая традиция. Их называют вдовами Старого года. Так местные прощаются с тем, что осталось позади, с неудачами, ошибками, сложными месяцами. Чуть позже Старый год здесь сжигают в виде чучела. И в этот момент становится понятно, это не просто переодевание, а про юмор, карнавал и умение легко отпускать прошлое. Feliz Año Nuevo, ho, ho. Desde Cuenca, Santa Claus, el original, ho, ho, ho. Сейчас специально вышел в парк рассказать о своих впечатлениях первых пребывания здесь. Климат. Очень интересный климат. Он схожий с российским летом. Иногда жарко, иногда прохладно, иногда идет дождик. Иногда даже бывает такая вот радуга. Второе, это, понятное дело, хорошая развитая инфраструктура. Она впечатляет. Для Латинской Америки они очень хорошо развиваются, и я так понимаю, они и дальше будут продолжать так развиваться в таком же темпе. Для них это главный стимул, чтобы улучшить качество жизни здесь, в Эквадоре. Здесь, я так понимаю, все в электронном формате, даже документы. Только изучаем все эти моменты, что нужно, как нужно. Плюс здесь потрясающая архитектура, старая, колониальная. Они все это сохранили, улучшили, облагородили, и новые постройки, они все сделаны в стиле преиспаники. Используют черепицу в основном, очень улучшает качество жилья в разы. То есть со стороны, если так посмотреть, оценивать, качество жилья потрясающее. По отношению людей, люди здесь заняты, в общем, к ним лишний раз с каким-то глупым вопросом не подходить. Смысла нет, потому что они все понимают время, деньги. К себе импонируют и вызывают уважение к таким людям. Долларовая экономика, она здесь заметна. Ты получаешь огромные плюсы, имея долларовый счет. Но мне только еще все это предстоит узнать, как это будет происходить. Все начнем вначале с моей седовой. Так, очень, 5 января, еду в миграционную службу, уже подавать документы на Седову, по той визе, которую я уже получил. Уже встреча организована, так что осталось чуть-чуть. Итак, в общем, здесь нахожусь напротив миграционной службы. Вот она. Вот такое там количество людей. Ну, я думаю, так как у нас превиосита, у нас записана встреча была по времени, я думаю, то, что мы все это обогнем. Ну, увидим дальше, как это будет проходить. Пока ждем человека, который будет координировать что и как. Так как правилами государственного учреждения было запрещено вести видеосъемку внутри помещения, постараюсь рассказать порядок действия. Он очень простой. Подаешь запрос в окно на талончик, оплачиваешь пошлину, идешь в зал ожидания, пока не вызовут, чтобы оставить свою биометрию. После, в финальном окне, получаешь уже свой документ Седову. Так просто и быстро. Ну все, в общем, получил документ. Все, я стал счастливым обладателем местной Седовы, так что могу спокойно здесь передвигаться 2 года, открывать любые банковские счета, открывать фирмы, компании. Дальше будет интереснее. На следующий день отправился уже в банк за открытием местного долларового счета. И да, там тоже было запрещено снимать, но по итогу все прошло быстро, и в руки уже выдали именную карту Visa.
Итак, следующий этап, который произошел здесь в Эквадоре, это открытие банковской карты, карта Visa. Имея уже седу свою, можно спокойно открывать свой здесь дебетовый счет. Причем привязаны уже к системе Visa. Так что Эквадор предоставляет большие возможности для наших соотечественников. И я думаю, это один из самых лучших вариантов на сегодняшний день для пребывания, так же как и для ценовой политики, опять-таки для определенных каких-то действий активных в отношении самой фирмы, компании. Я думаю, вариант это один из лучших. После переезда из Венесуэлы особо никаких изменений не почувствовал, кроме свежего, горного и прохладного климата. Да, заметил аромат эвкалипта, ощущается даже на центральной площади, хотя не было нигде этого дерева. Собираемся спокойненько. Я столкнулся с неожиданным фактом. Здесь сухой климат, и это ощущается не цифрами в прогнозе, а телом. Ты выходишь утром, и воздух будто собран, аккуратен, без лишней влажности. Я давно не ловил себя на таком чувстве закономерности, когда погода не мешает жить, а как будто подстраивается под тебя. Город при этом удивляет своей собранностью. Развитая инфраструктура, организованные дороги, ухоженные парки. Здесь все продумано до мелочей. Гибкие системы оплат, велопрокат и не просто где-то можно ездить, а с отдельными полосами по всему городу. Разная транспортная логистика, которая реально работает. Но больше всего меня впечатлил трамвай. Он не просто средство передвижения, он часть города. Он так органично вписывается в колониальную архитектуру, что иногда ловишь себя на том, что смотришь не в окно, а на сам город, как на живую открытку. Это завораживает. И, конечно, фрукты. Здесь они не только доступны по цене, у них есть вкус. Настоящий, ярко выраженный, тот самый, который ты почти забыл. И каждый раз это продолжает удивлять. Я точно доволен выбором страны. Здесь все как-то по-особенному, современно, почти все по-европейски, но с тем самым латиноамериканским духом, который невозможно подделать. И кажется, именно в этом сочетании весь характер этого места. Слушайте, такое впечатление, так что даже не знаю. Я уже устал снимать, даже скажу, что устал впечатляться. Столько красивых мест, архитектура просто поражает. Надо же, все это сохранилось и сохраняет. Не зря же город находится под защитой ЮНЕСКО. Поэтому, я считаю, следует каждому сюда посетить этот город, побывать здесь хотя бы хоть раз. Так что вам понравится, поверьте. Это город Куэнка, Эквадор.